Привет всем слушателям! Около месяца назад я задался целью снять небольшой отчет о своей дебютной поездке в Англию. И наконец-то я закончил монтировать ролик и теперь могу поделиться кадрами с поездки вместе с вами. Здесь вы сможете мельком посмотреть на дорогу, людей и отрывки клубной среды в Лондоне, Бристоле и Брайтоне. Напомню, что это не экскурсия, а скорее ознакомление с моими воспоминаниями о поездке. Первым городом, конечно же, был Лондон. Меня встретил мой приятель Феликс в аэропорту Хитроу, и мы направились в сторону Borderline. Предварительно заскочили к его друзьям в какую-то звукозаписывающую студию. И по пути посетили несколько баров. Borderline — это небольшой, однако вместительный клуб с довольно хорошим звуком и регулярными впечатлительными лайнапами. Насколько я понял, совладельцем клуба, а также его постоянным резидентом является Джо, известный также как Need for Mirrors. Также на вечеринку заскочил Ринелла Вайс и наш промо-менеджер Ханна. Передаю им привет, кстати. После вечеринки в Borderline меня приютил Оскар Сустонс, за что я ему очень благодарен. На следующее утро мы мельком посетили его студию. И после он проводил меня до метро, где на станции Воксхолл меня уже ждал Феликс с его друзьями, чтобы отправиться на машине в Бристоль. Дорога из Лондона до Бристоля на машине заняла около 3 часов. Поскольку мы приехали вечером, времени на прогулки практически не было, поэтому мы сразу заскочили в местную пироговую, поели там досыту. Также я познакомился с еще несколькими ребятами с тусовки Lifestyle Music. Чуть позже в эту же пироговую подтянулись Джеймс ДЛР и Дэвид Хайдра. А после мы отправились на вечеринку в Jack of Diamonds. Вроде бы это первая вечеринка лейбла, которая проходила в Бристоле, поэтому это первый опыт работы лейбла с этой площадкой. Размером клуб показался мне примерно такой же, как Borderline. Здесь пришлось раскрыть весь свой потенциал общения на английском языке. Несмотря на то, что я общаюсь как туземец, словарного запаса мне хватает, чтобы общаться, шутить и не потеряться в незнакомом месте. После очередной вечеринки меня забрали мои Royal True, накормили пиццей и уложили спать в своем холодном, однако уютном доме. На следующее утро после Cup of Tea меня забрал Алекс, и мы отправились в Брайтон.
предварительно заскочив в большое авеню Printworks в Лондоне. Вечеринка проходила в дневное время, чему я также был удивлен. А уж сказать, что я был потрясен масштабами этого ивента, ну ничего не сказать. Никогда прежде я не видел таких больших площадок для подобных вечеринок. К счастью, у Алекса было 2 проходки на уютный бэкстейдж с бесплатными напитками. Там же я познакомился с Бенни Элем, Джубием, Рандалом. Ну и, конечно, я попросил у них автографа для своей книги. Также нам довелось послушать сет Рандала, начало которого вы сейчас можете увидеть практически моими глазами. Hey, listen, I am talking. I need everybody in the front row, middle row, back row, security to look serious, to make some noise for the one and only. Can you make some noise for Mr. DJ Randall? Cheers! Randall. Ready to take it to the top. Something like you GQ. Let's get serious. Let's get serious. Hey! Ow. GQ. Let's get it. Let's get it. Real. I tell you, listen. После Printworks мы отправились в Волкс в Брайтоне. Здесь я практически ничего не снимал, потому что 3 вечеринки подряд в разных городах и куча впечатлений довольно тяжело переварить. Волкс тоже довольно небольшой клуб, но опять же с хорошим звуком и теплой атмосферой. Было невероятно приятно познакомиться с комиксом и с Каром в лице Скрипта. Так же, как и во всех прошлых местах, фидбэк аудитории был такой же положительный. To perfection is done. Следующее утро я встретил в кафе в компании Брейка, Total Science, DLR и Hydra. Мы немного осмотрели центр Бристоля, попили кофе, зашли в магазин с разными железками. Чарли отвез нас к Джеймсу, где я провел свои заслуженные спокойные 4 дня отдыха, с которых 2 дня я отдыхал, катался на велике с Джеймсом,
И 2 дня мы отвели для совместной работы над 2 новыми треками. С поставленной задачей мы справились отлично. Надеюсь, совсем скоро треки найдут свой дом. В конце недели мое время отдыха подошло к концу, и пришло время собираться обратно. Перед отлетом я снова заскочил перекантоваться к L-True, купил себе обратный билет до Лондона и вечером сел на автобус до Стэнстеда. Дорога с пересадкой в Лондоне заняла около 4 часов. Это время я посвятил прослушиванию музыки и обдумыванию всего, что со мной произошло за 9 дней пребывания в Англии. Впечатлений было и вправду много, ведь я так долго мечтал сюда попасть и наконец-то сделал это. Думаю, стоит вкратце сказать общее впечатление о тех городах, где мне довелось побывать за время поездки. Значит, Лондон красивый, быстрый и загруженный город, чем-то напоминает Москву. Не менее красивый Бристоль, поменьше и поспокойней, очень напоминает Питер. Кажется, я понял, почему ребята так любят это место. Здесь практически каждый что-то знает о драм-н-бейс музыке. И место спокойное, у музыкантов тут какая-то творческая свобода, что ли. В Брайтоне, к сожалению, кроме Волкса, я ничего толком не успел посмотреть, поскольку мы приехали, когда уже было темно, и уехали до рассвета, хотя клуб находится прямо на Брайтон-Бич. Но ничего, может, в другой раз. На мой взгляд, английская драм-н-бейс культура имеет более воспитанную аудиторию, чем в России. Однако строить мечты о крупных вечеринках с легендарными именами все же не стоит. Андеграунд остается андеграундом даже на родине этой музыки. В целом различия не такие существенные. Точно такие же энтузиасты, как и здесь, делают привозы других артистов за свой счет. Иногда окупая вечеринки, иногда нет, что в принципе показывает их отношение и, наверное, любовь к этой музыке. Своей первой поездкой я остался очень доволен, получил много впечатлений, ответил на скопившиеся для себя вопросы и замечательно провел время в кругу уже хорошо знакомых друзей. Надеюсь, вам было приятно провести со мной время. В скором времени я снова посещу Лондон, чтобы посмотреть на легендарный клуб «Фабрик», а также полечу в Китай, в город Шэньчжэнь, и смогу посмотреть на местную драм-н-бейс культуру. Я также собираюсь осветить эти поездки на своем канале, так что если вам стало интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, и до скорых встреч! you.